Друзья, всем привет! Приветствую всех, кто сегодня заглянул на мой канал. Сегодня я решила сделать расклад на очень интересную тему. Будут ли натовские войска участвовать в войне? Есть ли такая вероятность? Насколько она высока? И мы сегодня просмотрим вот эту тему. Расклад общий. Попробую максимально подробно вытащить из этого расклада информацию. Итак, есть ли вероятность вступления натовских войск в войну? Примет ли НАТО участие в войне? Сейчас таких мыслей нет. Хоть и ходят разговоры об этом, но есть идея сплоченности и идея того, что нужно поддерживать своих соратников, своих, скажем так, идейных товарищей. И вот об этом идут разговоры. Давайте смотреть, насколько высока вероятность вступления натовских войск в войну. Да, действительно, это может произойти. Все может поменяться в любой момент, в любую секунду. И это все зависит от событий, которые будут происходить в ближайшем будущем. Пока прямых действий к этому инциденту нет. Но, тем не менее, разговоры идут. И есть момент того, что это может легко произойти. То есть готовность стопроцентная, она есть. Это я могу точно вам сказать. И еще раз хочу отметить, что в любой момент это может измениться, это решение. Потому как в связи с последними событиями мы видим, что решения очень быстро меняются. Если недавно говорилось о том, что что-то невозможно, то на сегодняшний день мы видим, что все реально, все возможно и все меняется. Итак, в какой момент это может произойти? Давайте смотреть. Вступление натовских войск в войну, в какой момент. А вот и карта правосудия у нас. Именно в тот момент, когда европейские партнеры увидят то, что происходит действительно непоправимое и, скажем так, нечто безобразное. И вот в этот момент как раз-таки будут происходить вот такие перемены. Произойдет ли это? Да. Это я могу точно сказать, что да, это рано или поздно произойдет. Поэтому к этому нужно быть готовым всем абсолютно. И, естественно, благодаря вот смене таких событий абсолютно изменится ход войны, которая сейчас идет. В какую сторону она изменится? С вступлением войск НАТО. В какую сторону поменяется ход военных действий? Она приобретет достаточно затяжной характер. Это будет происходить какое-то энное количество времени. Но я бы не сказала, что это будет продолжаться длительный срок. У этого, опять же, будет начало и конец. Но продолжительность вот этих событий, она недолгая. Не могу сказать, что это будет происходить несколько лет, но, тем не менее, это достаточно сильно разгрузит напряженность в армии Украины. Это точно я могу сказать. Как это будет происходить? Скорее всего, что в этом примут участие не все страны Евросоюза, естественно, это будет определенное количество стран,
возможно, даже пару, но это не устраняет тот факт, что это действительно будет достаточно тяжелым сражением для противоположной стороны, то есть для противника. Вот я хочу сказать, что мы не только стоим на пороге перемен, каких-то изменений, но и в таком времени, когда это действительно исторический момент, когда Европа будет принимать участие вот в таких действиях. Это, пожалуй, возможно, даже за многие столетия произойдет впервые, но тем не менее это рано или поздно произойдет. Как они примут это решение, давайте посмотрим. Как Европейский Союз примет решение о том, что необходимо ввести войска НАТО на конфликтующую территорию, на территорию, где происходят вот эти военные действия. Скажу сразу, что это будет, пожалуй, неожиданным таким решением. Я уже сказала, вот не зря, да, мне изначально такая информация пришла. И, возможно, это не будет даже вслух оговариваться. То есть это будет происходить как-то внезапно, неожиданно и, возможно, очень-очень быстро произойдет, когда к этому нельзя будет подготовиться, невозможно будет подготовиться. То есть это произойдет достаточно внезапно. Для некоторых это будет таким шоком, удивлением. Хотя, я уже сказала, несмотря на то, что идут такие разговоры, но в любом случае это все на уровне вот каких-то таких представлений. Но когда это произойдет в реальности, действительно будет такой некий протест у общества определенного, что вот как это так, да, но тем не менее это факт, это будет, потому что достаточно серьезная ситуация, непростая, сложная, и ее решить можно вот только таким действием. Еще раз подытожим, будут ли натовские войска принимать участие в войне между Украиной и Россией. Да, еще раз могу сказать, что и это даже будет, знаете, я хочу так сказать, поводом для того, чтобы, скажем так, защитить свою, опять же, территорию, да, это касается стран Евросоюза, то есть здесь есть понимание, осознание того, что это может очень далеко зайти, затянуться надолго, и поэтому будет принято решение разрешить этот вопрос достаточно быстро для того, чтобы это все не растянулось на долгий срок и не протянулось на дальние территории, да, вот эти действия. Действительно, это будет. Я уже сказала, что то, что какая-то определенная, мощная, огромная страна не будет участвовать в этом, это еще не повод надеяться на то, что другие будут сидеть, сложа руки и наблюдать за всем этим. Это будет коллективное решение. Это будет, естественно, согласовано со всеми странами ЕС. Это будет согласовано естественно, со Штатами.
что не исключено, и вот будет принято такое решение. Скажем так, допомощь, да, своего рода. Помимо вот вооружения, помимо техники, которая поступит вот-вот. Давайте посмотрим, чем это все закончится. Это выведет события текущие на новый уровень абсолютно. Это будет решающим таким моментом в этой всей истории. И это, я уже сказала, скорее всего, положит конец вот тому, что сейчас действительно происходит. Я уже говорила не в одном из своих роликах, у меня есть также расклад о том, что будет ли вообще вероятность Третьей мировой войны, насколько это вероятно. Это действительно в наше время очень вероятно. Это действительно, можно сказать, наверное, за последние столетия единственный такой вот инцидент, когда это необходимость. Просто необходимость. И это должно произойти в конце концов, и это произойдет. Это может произойти не в ближайшие месяцы, но тем не менее это будет, и мы с вами будем за этим наблюдать. Давайте спросим еще такой момент. Польская армия будет принимать участие в войне Украины и России? Именно сейчас конкретизируем вопрос именно о польской армии, потому как достаточно близко находятся на территории Украины. Да, действительно, вот именно они могут дать поддержку, и это, скорее всего, будет неким таким, вот знаете, посылом от кого-то, что ну вот надо как бы именно с этой позиции внести свой вклад и, скажем так, ближе всего, да, это находится, и можно быстро оказать помощь. Вот я тут так вижу. То есть здесь закончится эпоха того, что есть какие-то мысли, раздумья по этому поводу, а стоит или нет, а может быть оставить все вот на тех позициях, которые сейчас, и может быть просто вот наблюдать за тем, что происходит и что будет дальше, какие будут дальше действия. Но, скорее всего, здесь такого не произойдет, здесь решение будет принято внезапно. Может быть, не исключено, что для вступления натовских войск будет какой-то прецедент, да? То есть что-то произойдет, как обычно, что-то такое вот провоцирующее, провокация какая-то, и вот в связи с этим будут вот эти события. Давайте посмотрим, примет ли НАТО участие в войне, прямое участие между Украиной и Россией. Тут есть план очень хитрый и очень такой, знаете, скрытый. Он есть, и его просто нужно реализовать, материализовать в реальность. И это произойдет. То есть сейчас идут просто такие обсуждения, разговоры, планирование, может быть, люди делятся своими мыслями, опытом вместе с этим, но в конце концов это все придет к тому, что нужно будет внести, как я уже сказала, свой вклад.
в это во все, дабы исключить дальнейших каких-то уже поправимых последствий. И это произойдет. Прежде всего, это будет, я уже вот не знаю, как это сформулировать правильно, но вот та помощь, которая сейчас, да, оказывается от партнеров и со стороны Евросоюза, а также со стороны Запада вообще в целом, это как бы будет неким таким еще подстраховкой, вот, наверное, подходящее слово, чтобы все пошло, все было не зря, да. Это будет такой подстраховкой вот той своей помощи, то есть чтобы окончательно решить этот вопрос, и дабы к нему больше не возвращаться, и чтобы из этого не случилось что-то непоправимое, вот придут к такому мнению, к такому решению, к такому выводу. Но опять же, я еще раз хочу отметить то, что это может быть неким таким ответом на какое-то действие. Потому что на практике это уже бывало. Есть провокация, а потом уже в дальнейшем, соответственно, ответные действия. Вот тут с большей вероятностью произойдет именно так. Так что, дорогие мои, я думаю, что в ближайшем будущем нас ожидают действительно, как да, в какой-то книге, интересные приключения. Поэтому будем наблюдать, будем смотреть дальше, как будут меняться события. Что вы думаете? Такое возможно? Оставьте свое мнение в комментариях, очень интересно ознакомиться с ним. На сегодня все, до новых встреч, пока-пока.